Всем привет! С вами Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Продолжаем нашу серию блогов. У нас здесь сегодня делается белая 650-ка. Тут у нас масла, тормозуха, антифриз, передние колодки. И человек поедет счастливый, довольный кататься, потому что с ней все хорошо. А я лично планирую заняться сейчас сборкой вот этого двигателя из Дмитрова. По нему все согласовано. Мы ставим на него расточенный ремонтный цилиндр. Оригинальный, естественно, оригинальный ремонтный поршень. Прокладочки, маслосъемные колпачки, новый палец. Клапана у нас почищены, притерты, они в хорошем состоянии. Это кольца к ремонтному поршню. Кстати, любопытно, что отдельно кольца в оригинале к ремонтному поршню купить нельзя, только с поршнем. Ну и обычно на самом деле я практически не видел за свою жизнь моторов, в которых было целесообразно менять только кольца. Как правило, это всегда расточка. Ну, вот в 90, там, не знаю, 8% случаев. Потому что все вот эти ремонты с заменой колец, они обычно не имеют никакого смысла. Головка у нас предварительно помыто. Все, сейчас мы это будем собирать. Прокладочки. Хочу упомянуть немножко про опыт использования китайских запчастей в моторах 400-ок. 41, 42, 43, а также 250-ок, тех же самых поколений. Такой опыт у меня был. И где-то году в 15, 16, 17 я активно пытался искать варианты удешевления данного ремонта. Я тогда собрал 4 мотора примерно с... Ну, это по своей инициативе. Все, что привозили клиенты, это уже как бы делалось на их страх и риск. Вот. Я собрал примерно 4 мотора. По-моему, одна 250-ка и 3 400-ки с китайскими поршнями. Есть же китайские поршни. Если оригинал там стоит 20-ку, поршень с кольцами, то китайский поршень стоит там типа из разряда 3000 рублей на Алиэкспрессе. И даже в наличии где-то в Москве можно его там за очень вменяемые деньги купить. Кто-то ими торгует. Ну вот статистика примерно такая, что из 4 мопедов на 2 после обкатки развалились поршня, убили цилиндры, пришлось это все гильзовать. Короче, мой опыт, что у 400-го ремонтного поршня я на хорошем не хочу показывать. Вот так, короче, кусок крепления пальца отваливается просто. То есть сплавы дерьмовые сами по себе. Вот. Был опыт с попытками установки китайских клапанов, которые через один не влезают в направляющие втулки. То есть, как это все будет ходить, вообще непонятно. И непонятно даже, зачем с этим экспериментировать. Я считаю, что мотор — это такая вещь, которую сделал и забыл. Не надо вот этого вот изобретать. Один раз мне клиент привез китайские прокладки. Отъездил полсезона, прокладку головки пробило. Но они даже на вид очень плохо выглядят, как бы. Еще был у меня опыт с установкой китайских шатунов. Первый китайский шатун я купил для того, чтобы научиться перепрессовке коленвалов. У меня где-то на канале есть старое видео по перепрессовке коленвалов. Я еще тогда сам не заморачивался съемками на YouTube. Это снимал один мой коллега и товарищ. Это была его инициатива. И в какой-то степени это несколько дало мне некоторое понимание, как что снимается на Ютубе. Уже потом я поехал к Матвееву, снялся в роликах с ним, и уже потом стал что-то делать сам. Ну так вот, первый китайский шатун я поставил на коленвал, который потом поставил человек, отъездил 17 тысяч километров, и у него этот подшипник развалился. Вот. Далее я ставил несколько китайских шатунов, пару штук я привозил на продажу, и пару штук привозили люди мне сами. Был опыт, что у одного оторвало этот шатун тысяч через 5 с полным мясом в двигателе. История всех остальных неизвестна, так как они были так или иначе проданы, и, в общем-то, проследить за ними не удалось. Вот. Сколько я ставил оригинальных шатунов, уже довольно много.
И ни с одним из них до сих пор еще ни у кого нет проблем. Есть у меня опыт, максимальное, что я наблюдал, это 60 тысяч километров человек проехал после моего ремонта. Не могу назвать свои условия прям сильно идеальными, но тем не менее по центровке колено выводишь в допуске и все прекрасно. То есть оригинальные запчасти ходят очень хорошо и долго. Такая экономия того не стоит. А все вот эти вот купи-продай, налюби ближнего своего, ну не люблю я такое. Не надо. Не надо портить себе карму, как я считаю. Вот. Я пошел собирать. Думаю, получится классный моторчик, который будет хорошо и долго ездить. Самое главное, чтобы человек заменил варик и не убил мотор перекрутом. Продолжаем разговор. Засухарил я клапана. Все у нас здесь чистенько и красивенько. Подготовил цилиндр с новым поршнем. Все здесь будет отлично. 650 у нас прогревается после замены антифриза. А мы продолжаем сборку. ТО мопеда немного зашло в тупик при замене колодок. Меняем резинки, перебираем суппорта, поскольку поршни подзакисли. Вот сейчас у нас тут происходит чистка корпусов. Поршеньки почистим, заменим резинки, и все будет работать. Время не щадит. Суппорта очень надежные, но, к сожалению, есть некоторые трудности. Сначала обратил внимание на увеличенные резинки. Колодки менял еще старый владелец, там на пробеге, короче, до 20-ки. Как раз его мне продали в тот момент, потом его продал я. И получается, что я не трогал никогда их. Вот. Оказывается, помазали резинки чем-то не тем. И как итог, они увеличились. Вот у нас новая. Вот. Одна бэушная, она почти не изменилась. А вот вторая бэушная. Кстати, еще может быть вилка текла, я не помню, было такое у него или нет. Ну, в общем, имеем то, что имеем. Так. Вот, а мы здесь меняем подшипник игольчатый, который был не той стороной установлен. Я, жду одобрения от владельца, но надеюсь, что он одобрит. Поставим новую гайку-шайбу оригинальные. Вот сюда очистил весь фиксатор. Фиксатор на валах нельзя применять. Кто это придумал, я не знаю. Шайбы пружинные. И тянуть это лучше с моментом, если ты, не чувствуешь его там гайковертом или что-то. Даже я часто, если сомневаюсь, протягиваю это все дело динамометрическим ключом. Вот, потому что зачем испытывать судьбу? Тут уже один раз ее кто-то испытал. Вон все какое изуродованное. Тут вон втулка на коленвале даже вся подранная. И на картере следы, и вообще. В общем, как-то так. Итак, я собрал мотор. И выяснилось, что вчера мне отправляли сообщение где-то среди многих, которое я благополучно не заметил, о том, что еще подтекает масло со сливной пробки. Это прям дословная цитата. Очень жаль, что я не узнал об этом до того, как разбирал мотор, потому что, возможно, лучше было бы его разобрать целиком. Влез я в сливную пробку, и выяснилось, что резьба-то там отсутствует. Единственный способ сделать нормально, гарантированно, чтобы ничего не текло и резьба была ровная, это зацепиться за оставшуюся резьбу, которая вот там вот у нас внутри. Ее там еще достаточно. Есть два варианта. Либо изготовить вот такую вот удлиненную пробку, но это не очень дальновидно, потому что там резьбы все-таки мало, и это несколько замен, и ее можно опять сорвать. Вот. Или сделать переходную пробочку с тоже чуть удлиненной резьбой, но все-таки
с отверстием, и чтобы в нее закручивалась пробочка еще одна. В таком случае можно будет менять масло через вот эту пробочку, используя эту резьбу. Резьбу в картере не трогать. Сейчас я это дело выточу и покажу, что получилось. Итак, база заготовки у нас готова. Уже есть какие-то очертания резьбы. Так, поехали нарезать. Самое главное — это соблюсти перпендикулярность резьбы и плоскости, которая будет прилегать к картеру. Именно поэтому нарезание плашками — это не очень точно. Ну что, поехали. У меня плохо работает стопор на токарном станке, поэтому я режу резьбу от начала, дабы не сломать резец. Надо будет как-нибудь заняться, починить его. Продолжаем. Итак, я изготовил пробку. Пока что это просто пробка с длинной резьбой. Главное, что она ровно нарезана. Смотрим, как она закручивается. Она даже за сорванную резьбу краешками цепляется. Получилась такая хорошая плотненькая резьба. Давно я не нарезал резьбы на станке, честно говоря. Люфт минимальный. И вот она закручивается до упора прям. Не знаю, как на камере видно, но плоскости идеально параллельные. Прям вообще идеально. Вот, сейчас мне уже надо лететь на учебу. Осталось еще несколько учебных дней. Один хвост и диплом. Завтра я это дело на токарном станке укорочу. Сделаю здесь ровную плоскость. Зацентруюсь, засверлюсь. И какую-нибудь пробочку, ну, что-то вроде М10 сюда сделаю. Также надо будет замерить длину поточнее. Если вдруг можно укоротить чуть-чуть эту пробку, то это надо будет сделать. Какой минус такого ремонта? Есть минус только один. Вот там вот есть прорезь, через которую стекает все масло за счет короткой пробки. Если мы вот эту пробку выкручивать никогда не будем, соответственно, грамм 100-200 масла у нас будет оставаться. Но это минус, с которым вполне можно примириться. Главное, что мы бережем картер. Вот, работаем с чем можем и ищем какие-то компромиссы. Да. Как говорят очень на уважаемом мной канале, который я одно время залипал и смотрел, он называется Автокрафт, по-моему. Сейчас давно не заглядывал к ним. Они очень интересные вещи ремонтировали по грузовикам, восстанавливали резьбы интересными приспособами. Все это очень большое. И как люди выходят из положения. Они всегда говорили очень хорошую фразу, которая мне очень запомнилась. Любой ремонт — это компромисс между покупкой нового и тем, что мы имеем. То есть ремонт, который можно формализовать и описать в мануале в виде замены запчасти, это как бы прекрасно, но, к сожалению, не всегда это возможно в наших жизненных реалиях. И вопрос, который требуется, вот решать такие нестандартные задачи, это, наверное, то, что я больше всего люблю в своей работе. Вот, то есть самое главное — это придумать, как решить эти задачи качественно. Ну, хотя бы в пределах возможного. Вот, как-то так. А с вами был Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Не забудь подписаться и поставить лайк. Всем пока!